Сейчас в моде ярусное платье свободного покроя. Вот сегодня мы такое сошьем платьишко. Я вам покажу, как сделать выкройку. Выкройка достаточно свободная, строится легко для нее. Надо будет всего 4 мерки. Это не так классическая мерка основы. Выкройка будет без выточек, строится 5 минут, шьется легко. Платьишко мы будем шить здесь присборена одна юбка, от нее внизу идут еще сборки, и здесь мы сделаем крылышки. Я буду шить такое на основе вот этого моего платья, на этой выкройке можно сшить, сделать лиф подлиннее, покороче. Можно сделать любое количество юбок, любой длины, короткая, длинная. Здесь крылышки делать можно не делать. Ваша фантазия не должна, вообще ничем ваша фантазия здесь не ограничена. Для того, чтобы построить выкройку, нам нужно 4 размера. Обхват груди измеряется горизонтально полу по самым выступающим точкам лопаток и груди. Записывается в половинном размере. Я сейчас сразу запишу свой размер. У меня 53,5. Дальше нам нужен центр груди. Тоже в половинном размере между выступающими точками груди. Записываем тоже в половинном размере. Горизонтальные мерки записываем в половинном размере. Размер. Длина спинки до талии. Вот здесь посередине плеча. Вот эта линия плеча. Здесь, где у вас шея пересекается с линией плеча, вот от этой точки через лопатки до линии талии. Это вам кто-то должен снять. У вас самой не получится. Вот эта отмерочка нам нужна. Она записывается в полном размере. И еще нам нужна длина изделия. От этой же точки через выступающие точки груди до линии низа. Она может быть здесь. Это зависит от вашего фасона. И еще одна прибавка по груди. Платье свободного кроя. Прибавка большая. Значит, наполовину обхвата, на 50 это 5 сантиметров. На весь обхват, на все изделие это 10 сантиметров. Что это значит? Что платье будет на 10 сантиметров шире, чем ваш истинный размер груди. Обхват груди. Начинаем строить. Ставим точку А и откладываем от нее вправо размер обхват груди плюс прибавка по груди и деленное пополам. Это у нас точка А1. Вниз проводим от точки А вниз. Проводим. Откладываем от точки А вниз, длина спинки до талии, ставим точку Т. И от точки А1 вниз тоже соединяем. С этой стороны точка Н, низ, здесь точка Н1. От точки Т вправо отложим тоже горизонталь с пересечением с этой вертикали точка Т1. Это линия талии, это линия низа, это линия верха. Теперь вот точка А. От точки А вправо откладываем размер равный центру груди и ставим точка А2. От точки А вниз откладываем
вот этот размер плюс 1 сантиметр. Ставим точку А3. Это у нас вырез по спине. Оформляем. Я оформляю по лекалу. У вас это может быть полукруг, это может быть каре, это как угодно. От точки А2 вправо откладываем 4 сантиметра. Ставим точку А4. От нее вниз 1 сантиметр. А5. И проводим, соединяем А2 и вот опять. Вот это линия плеча. Будем строить плечо. Теперь находим условную линию груди. Как мы ее находим? АТ делим пополам. Вот линия груди. Проводим горизонталь. С этой стороны точка Г1. Расстояние А3, Г делим пополам. Это точка А6. Это точка низа выреза горловины по переду. И точно так же она может быть у вас любой, совершенно любой формы. Какую захотите. Дальше по линии плеча. Через А5 из А2. Через А5 откладываем 9 сантиметров. Это условная такая. Это может быть у вас. Так, это А6. Нет, А7. А7. Это условная так, длина плеча, усредненный размер. На примерке он у вас может быть покороче. У вас плечи могут быть узкими. Покороче. Вы его коротите. Если у вас плечи широкие, то лучше сшить макет лифа, померить на нем. Далее соединяем точку А4 и Г1. Это вспомогательная линия. Делим ее на 3 части. Ставим точка 1, точка 2. Из точки 1 вовнутрь откладываем 3 сантиметра перпендикуляр. Вот эта точечка. И соединяем. Это у нас линия проймы. Выкройка лифа у нас уже готова. На примерке у вас может быть, что вам надо будет спереди, может быть, вырезать, внести какие-то коррективы. Но это все на примерке. Далее, значит, нам надо построить юбку. Из этой точки, через выступающие точки груди, измеряем высоту лифа, который нам надо. Это вот этот вот размер. Он может быть у вас до талии, может быть ниже талии, может быть под грудью, может быть на линии груди. Я себе померила вот такой размер. Вот длина лифа. Проводим вправо. Линия L1. Вот это у нас лиф, кофточка. Теперь нам нужна юбка. Определяемся. Вот это длина юбки. Вот она, да, у нас. Общая длина юбки. Определяемся, сколько ярусов вы будете делать. Они могут быть одного размера, они могут быть разного размера. Я сделала себе разные. Дальше строим выкройку этой юбки. Это будут прямоугольники. Прямоугольники со сборкой. Коэффициент сборки вообще может быть от 1,3 до 2,5. Так, 1,3, 1,5 это для плотных тканей. Ситец, лен. 1,5, 1,8 для более плотных. И для очень тонких тканей, шифон, шелк уже 1,8, 2,5. Потому что такая сборка, вот такая сборка на тонких тканях просто не будет видно. Я беру коэффициент 1,5. Каждый ярус
увеличивается по отношению к предыдущему, к верхнему, на этот коэффициент. Поэтому для того, чтобы посчитать верхнюю юбку, мы берем вот этот размер и умножаем на коэффициент. Ширина здесь у меня 53,5 плюс 5. Делим пополам. Здесь у меня вот эта ширина получается у лифа 30 сантиметров. Стало быть, этот размер у нас будет в 1,5 раза больше. 30 умножаем на 1,5, наверное, просто 45 сантиметров. 45 умножаем на 1,5, это получается 68 сантиметров. Но это половина переда и половина спинки. Значит, стало быть, высота верхнего яруса сделала 28 сантиметров, нижнего 32. Здесь 2 сантиметра прибавка на швы, здесь 3 сантиметра, 2 сантиметра по низу, чтобы на 2 раза подогнуть, и 1 сантиметр сверху. Поэтому, если мы развернем, это получается 90 сантиметров на 30, таких 2. Ну, округляем 70, 70 это половинка, 140, 140 на 35, тоже таких 2. Ну, в общем-то, и все. Получается, и переднее, и заднее полотнище, у них будут швы по бокам. Верхний и нижний ярус будут иметь 2 шва, по бокам мы их сделаем. Они будут сшивные. Теперь мы чертим натуральную величину и начинаем кроить и шить. Вот я сделала выкройку. 2 части. Вырез абсолютно одинаковые, только вырез. Вырез поменьше, это у нас спинка, вырез побольше, это перед. И здесь посередине сгиб. Начинаем выкроить. Перед тем, как кроить, ткань обязательно надо продекотировать. Что это такое? Влажная тепловая обработка. Если это ситец какой-то, его можно намочить в холодной воде на некоторое время, потом аккуратненько, не выжимая, дать возможность высохнуть. Можно утюгом с паром, но только вот так далеко, вот так поперечная кромка. Вот так доливаем, утюгом вводим только так или вот так, никаких наискось, чтобы не деформировать ткань. Продекотировали, можно приступать к раскрою. На сей раз я не ходила по магазинам, я достала из своего загашника. Ткань оказалась у меня необычной ширины 2,20. Поэтому расход материала будет немножко другой. Даже 114, 2,28. Вот у нас все детали выписаны здесь. Здесь у меня один ярус 180 сантиметров на 30. Это одна полоска, вторая сшивная 140 на 35, их 2 штуки так и остается. И плюс 40 сантиметров, это кофточка у нас. Ну, это редкая ширина ткани, мы не будем на нее ориентироваться. Вот это при ширине 1,40 м, 1,50 м. Если у вас такая ширина, то при таких размерах 30 плюс 35 умножить на 2 плюс 40, 1,70 м вам потребуется на всякий случай. Добавляем 30 сантиметров, мало ли где что, 2 метра. Во-первых, ткань даст усадку. Во-вторых, мало ли где вы что-то не так скроили. У вас всегда будет возможность еще исправить. Поскольку здесь у меня с запасом, можно начинать кроить с любого места.
Знаете, чтобы вот так упростить жизнь, кромку мы вообще не рассматриваем. Даже в качестве припуска на шов. Какая-то. Ну вот это хлопчатобумажная ткань у меня. Точно даже не скажу какая. Давно купленная из старых запасов. Прикладываем. Здесь у нас припуск на шов. Значит, вот это середина. Вот столько нам надо ткани. Здесь у нас будет сгиб. Ткань у меня двухсторонняя. Я всегда крою от края, от кромки. Если останется ткань, пусть она эту деталь от кромки и следующую деталь от той кромки. И тогда выплат у нас будет больше. Если захотим что-то еще сшить, то кусочек у нас получится побольше. Припуски везде по 0,7. Спинку вырезали. Теперь полочку. Спинка и перед. Сразу давайте отметим середину. Когда мы будем пришить волан, нам это место пригодится. Отмечаем, какого размера крылышко будет. Сразу меточку тоже поставим. Вот у меня до сюда. Точно так же и на спинке. Делаем насечку. Обрабатывать будем обтачкой. Сейчас мы выкроем обтачку. Обтачку 3 сантиметра. Точно так же здесь 3 сантиметра откладываем перпендикулярно касательно в этом месте. Сгиб, спинка, сгиб, перед. Если вы собираетесь использовать еще раз эту выкройку, то через кальку снимите. Теперь выкраиваем обтачки. Вот сгиб это доливаем. Складываем здесь ткань и прикладываем. Ткань у меня тонкая, ее лучше всего продублировать клеющим материалом. Ну, давайте, знаете, как сделаем? Вырежем вот этот кусочек ткани. Проклеим этот кусочек ткани, продублируем. И потом уже будем выкраивать. Почему? Потому что если мы выкроем и начнем отдельные детальки клеить, вот смотрите, вот она косая, она может перекоситься немножко и будет дефекты. Поэтому вначале продублируем этот кусочек на изнаночную сторону ткани, прикладываем клеящую сторону. Вот здесь вот
капельки, пупырышки такие и капельки клеем. Это вырезаем. Я на всякий случай еще через тряпочку проклею. Все, ткань мы проклеили. Сейчас будем выкраивать. Складываем. Прибавки на шов будут только по плечевым срезам и по горловине. Здесь не надо. Складываем лицевыми сторонами друг к другу. Соединяем плечевые швы, прострачиваем, обрабатываем, проглаживаем. Точно так же складываем обтачки, прострачиваем по плечевым швам. После того, как прострочили, проутюжили и обработали на оверлоке по всей длине. Сначала боковые швы. 0,7. 0,7 это как раз ширина лапки. Теперь я их обработаю на оверлоке, проутюжу вместе, а дальше эти припуски на шов я заутюжу в сторону спинки. Теперь я прошила обтачки, сшила между собой. Теперь нам надо разложить припуски на шов в разные стороны и проутюжить. После этого мы в круговую обрабатываем наружный срез. Прострочила, обметала, заутюжила в сторону спинки. Обметала по краю. Кончик надо заправить при помощи крючка. Можно при помощи иголки с большим-большим ушком. Теперь обрезаем. Складываем лицевыми сторонами друг к другу. Совмещаем плечевые швы. Теперь пристрачиваем прямой шов. Лапка у нас идет вдоль края. И получается тогда иголка 7 миллиметров от края. Прострачиваем по всему периметру. Прострочила. Теперь нам надо сделать надрезы. 1 миллиметр до строчки не доходя. По всей горловине. Иначе просто не вывернется. После этого мы складываем припуски на шов с обтачкой вместе. Вот эти 3 слоя, 2 припуска и обтачка. И сострачиваем их вместе 1-2 миллиметра от края. И по всей длине. Вот сострочила их все вместе. Для чего это сделано? Нам же надо, чтобы вся эта обтачка была с изнаночной стороны. И с лицевой стороны ее не было видно. Когда они сострочены вместе, они ложатся вот таким. Здесь вот идет такой перекатик. И все. И обтачка с лицевой стороны уже не видна. Вот сейчас нам надо просто все это хорошо прогладить. Хорошо прогладить. А чтобы она не выворачивалась, вот здесь по плечевым срезам иголкой с ниткой немножко приметать. Все здесь подшито. Все проутюжено с лицевой стороны аккуратненько. Теперь
Выворачиваем. Складываем. Кстати, здесь можно сделать отделочную строчку по лицевой стороне. Если вам хочется, очень даже хорошо смотреться будет. Сейчас прошиваем бока. Обрабатываем и проутюживаем. Все, боковые швы готовы. Так, теперь нам надо вшить крылышки. Обязательно. Какую операцию мы должны сделать? Уравнять плечи и посмотреть, одинаковые ли они у нас размера. Что при шитье всякое бывает. Здесь в размер попадает, надо чуть-чуть срезать. Теперь мы будем кроить крылышко, рукав. Что такое рукав крылышка? С одной стороны это примаем размер, вот серединка. Мы сюда какое-то количество, если будет заходить, и по спинке. Допустим, это размер X спереди, сзади Y. X умножаем на коэффициент сборки, Y умножаем на коэффициент сборки, и это вот получается длина, полная длина. X плюс Y. Это у нас длина крылышка. Теперь ширина перпендикулярно сюда ставим. Вещь совершенно произвольная. Большое крылышко стоять не будет, но может вам и не надо. Может и так и хотите. Я сделаю 8 сантиметров. Хочу 8. Здесь буду строить половину 8 сантиметров. У меня здесь до метки 17. 17 умножаем на 1,5 на коэффициент сборки. 26 сантиметров. Это влево 26 сантиметров, вправо 26 сантиметров. Это у меня. У вас может быть любой другой. И совершенно произвольно прочерчиваем. Вы можете взять больше, меньше, уже. А здесь покороче. Здесь у меня получается сгиб. И выкраиваем две детали. После того, как крылышко выкроили, обработали на верлоке, заутюживаем. Немножко сутюживая, чтобы здесь не было фалдочек. И после этого прострачиваем, пристрачиваем. Это один способ обработки. Можно еще подвернуть на 2 раза. Можно обработать косой бейкой. Я сделала таким образом. Находим середину. Будем пришивать крылышко. Вот эта точка, середина плеча. И сейчас на швейной машинке самым большим делаем строчку. Самый большой шаг. И ослабляем натяжение верхней нити. Прострачиваем сантиметр. Дальше я вам покажу, что. Сейчас будем пришивать рукав. Я все-таки не выдержала и отстрочила. Так она не будет выворачиваться во время носки. Здесь при примерке я гипотетически предположила, что у меня здесь будет 17 сантиметров. При примерке можно проверить, устраивает вас размер или нет. У вас может быть меньше, у нас может быть больше. Я сделала, в любом случае, надо здесь сделать метки. Теперь мы прострочили и нитку нижнюю от челнока, которая нам надо стянуть.
И с этой стороны вот этот кончик можно обрезать. Он у нас будет закрыт обтачкой. Сборка должна быть равномерна. Но можно в центре сделать погуще, здесь поменьше. И дальше находим, вот у нас метка середина крылышка, лицевая сторона к лицевой стороне. Здесь вот у нас конец. Сюда прикладываем. И начинаем собирать, чтобы уравнять эти размеры. Уравняли, посмотрели, чтобы сборка была равномерная. Теперь нам надо это приметать. Надо приметать, а сверху мы пришьем обтачку. Здесь можно вот таким образом заколоть, не поперек, а вдоль. Не надо лениться, чтобы... Вот я сейчас сделала, здесь сборка поменьше, здесь она погуще. Вы можете сделать так же, можете по-своему. Вот так уже получается, уже видно. Также делаем второе плечико. А дальше будем обрабатывать косой бейкой. Приметала. Теперь выкраиваем косую бейку. 3 сантиметра вполне достаточно. И обрабатываем рукав, пройму рукава вместе с крылышком. Если я здесь показывать подробно не буду, если вы не знаете, как это делается, то ссылка на видео, как обработать косой бейкой, в правом верхнем углу. Посмотрите, там видео конкретно этому посвящено. Обрабатываем оба рукава, и лиф у нас готов. Все, рукава пришиты, обработаны косой бейкой. Кстати, если вдруг, когда вы оденете это платье, вот здесь будет топорщиться, просто на себе заберите выточку. Теперь нам надо пришить верхний ярус юбки. Я делаю так. Я разделила на 4 равные части кофточку. Вот здесь метки, бока пополам. Точно так же надо разделить. Делим. Делим и сверху, и снизу меточки делаем, потому что здесь будет пришиваться нижний ярус. Эта метка нам нужна будет. Еще раз складываем. И снизу. Теперь нам надо будет присборить этот ярус и пришить сюда. Что мы делаем? Мы прострачиваем на машинке, ослабляем натяжение верхней нити, делаем максимальный шаг и прострачиваем. Я делаю это вот в 4 разных отрезка, потому что если делать длиннее, нитка может порваться, сложно собирать. Потом соединяем контрольные метки и 4 части по отдельности присобираем и обязательно наметываем. Совмещаем метки. Складываем лицо к лицу, конечно же.
и соседнюю метку. Теперь берем нитку от челнока, которая снизу машинки. И начинаем ее вытягивать. Стягиваем до тех пор, чтобы у нас уравнялись длина на кофточке и длина на юбке. И все. Не вытягивается ни та, ни другая. Мы ее остановили. Теперь мы можем сюда подтягивать нашу. Распределяем равномерно сборку по всей длине. Дальше мы все это прикалываем, приметываем. Здесь лучше всего приметать. После того, как приметали, пристрачиваем со стороны сборки. После этого обметываем. Точно так же пришиваем полностью все. Верхний ярус, а к верхнему ярусу пришиваем нижний ярус. Нижний ярус нам проще, пока у нас еще не пришито, сразу сделать подгибку. Сделать ее можно разными способами. Можно подогнуть на один раз, на второй раз прострочить. Можно обметать на оверлоке, подогнуть и пристрочить. Как вам удобнее, решайте сами.